Приветствую вас на канале Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня у нас тема, которая заставляет сердце биться быстрее и вызывает огонь споров. Почему так часто ненавидит знак зодиака Овен? Да, вы не ослышались, именно Овен, яркий, смелый, дерзкий. У кого-то при одном упоминании Овна закипает кровь. Но, друзья, сегодня мы разберем это явление не просто чтобы посмеяться или поспорить, а чтобы понять, откуда берется этот огонь, и как его превратить в свет, который осветит наш путь к счастью. Впереди вас ждет разбор 20 причин этой загадочной ненависти и, конечно, ответы на вопрос, как Овнам использовать свою природу на благо. Так что смотрите до конца, обещаю, это будет увлекательно и очень полезно. Импульсивность Овна – первая причина ненависти. Импульсивность Овна часто воспринимается окружающими как несдержанность или даже грубость. Марс, управляющая планета Овна, наделяет их яркой, но не всегда контролируемой энергией. Кармический урок здесь заключается в умении замедляться и находить гармонию между действием и размышлением. Кармический совет. Овен должен учиться трансформировать свою энергию в продуктивное русло. Это значит, что прежде чем действовать, нужно оценить последствия. Практика взгляда со стороны. Представьте, что вы наблюдаете за собой, как за героем фильма. Как ваше действие будет выглядеть для других? Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Моя энергия служит моему успеху и вдохновляет окружающих». Визуализация, которая подойдет в этом случае: закройте глаза и представьте, что внутри вас находится пламя. Оно ровное, теплое и освещает ваш путь. Сделайте глубокий вдох, представьте, как пламя становится еще ярче, но не выходит из-под контроля. На выдохе представьте, как оно согревает вас и окружающих. Ритуал на преодоление причины этого: зажгите красную свечу. Перед началом любого дела произнесите: «Огонь, веди меня к цели, но береги тех, кто рядом». После этого сделайте 3 глубоких вдоха и начните действовать. Прямолинейность Овна – вторая причина ненависти. Прямолинейность Овна может быть как даром, так и проклятием. Люди ценят честность, но когда она подана без такта, она превращается в оружие. Кармическое задание Овна – учиться выражать правду с любовью. Кармический совет: перед тем, как сказать что-то важное, Овну стоит задуматься, а поможет ли это человеку или только ранит. Если слова не несут пользы, их лучше преобразовать или вообще оставить при себе. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Моя правда исцеляет и наполняет окружающих вдохновением». Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте золотую нить, которая соединяет ваше сердце и сердце собеседника. Почувствуйте, как через эту нить передается тепло. Затем мысленно произнесите важные слова и представьте, как они окрашиваются в золотистый свет, становясь добрыми и обнадеживающими. Ритуал на преодоление причины этого: перед важным разговором зажгите благовоние, например, лаванду. Подумайте о том, что вы хотите сказать, и произнесите это перед зеркалом, добавляя слова заботы. Закончите ритуал словами: «Моя речь – мост к пониманию и добру». Эгоизм Овна – третья причина ненависти. Эгоизм Овна зачастую связан с их сильным стремлением к целям. Однако окружающим это может казаться холодностью или безразличием. Кармическая задача – научиться видеть и чувствовать потребности других людей. Кармический совет: важно понимать, что сила Овна растет, когда он помогает другим. Ежедневно Овну стоит задавать себе вопрос: кого я могу сегодня поддержать или вдохновить? Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я направляю свою энергию на благо окружающих и мира. Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что вы – солнце. Ваш свет достигает каждого человека вокруг, давая тепло и силу. Этот свет не ослабляет вас, а наоборот, делает ярче и сильнее. Ритуал на преодоление причины этого: напишите на листе бумаги, как я могу помочь другим. Разложите вокруг свечи кусочки цитрины или солнечного камня. Зажгите свечу и произнесите: «Моя энергия излучает добро и вдохновение». Утром выполняйте одно действие, которое поможет другому человеку. Через мгновение продолжим. А пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный 2-дневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак,
Продолжим погружение в изучение знака зодиака Овен и возможных причин ненависти к нему. Жажда быть первым – 4-я причина ненависти. Овны всегда стремятся к лидерству, и это может провоцировать зависть или конфликты. Их задача – научиться быть не просто первыми, но вдохновляющими лидерами, которые ведут за собой. Кармический совет – лидерство – это не только путь вперед, но и помощь другим в достижении их целей. Если Овен направит свою энергию на поддержку команды, это принесет ему больше уважения. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Мой успех вдохновляет окружающих на их собственные победы». Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что вы идете по тропе, а за вами следуют люди. Вы держите факел, который освещает дорогу не только вам, но и всем, кто рядом. Почувствуйте гордость за то, что вы ведете их к успеху. Ритуал на преодоление причины этого: найдите золотую свечу и зажгите ее. Возьмите лист бумаги и напишите: «Я лидер, который вдохновляет и поддерживает». Читайте это каждый вечер, держа свечу в руках. Нежелание извиняться – 5-я причина ненависти. Овны часто считают извинения проявлением слабости. Однако истинная сила заключается в умении признавать свои ошибки. Кармическое задание Овна – научиться видеть извинения как акт силы и мудрости. Кармический совет: извинения – это не потеря лица, а способ освободиться от груза негатива. Овен должен воспринимать это как акт очищения. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: извинение делает меня сильнее и приносит гармонию. Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что вы стоите под водопадом. Вода омывает вас, смывая обиды и негатив. Теперь вы ощущаете легкость и готовность признать свои ошибки. Ритуал на преодоление причины этого: зажгите белую свечу, символизирующую чистоту. Напишите на бумаге, за что вы хотите извиниться. Произнесите вслух: «Я отпускаю гордыню и наполняюсь мудростью». Сожгите бумагу в пламени свечи, представляя, как негатив исчезает. Их потребность в адреналине – 6-я причина. Овны часто стремятся к рискованным поступкам, которые могут казаться окружающим безрассудными. Это жажда новизны, связанная с энергией Марса, управляющей планеты Овна. Кармический совет – понять, что риск ради риска не приносит долгосрочного удовлетворения. Кармический закон учит: каждое наше действие должно нести созидательную энергию, а не разрушительную. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я выбираю вдохновение вместо беспокойства. Моя страсть ведет меня к творению, а не к разрушению. Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте себя на вершине высокой горы. Вы видите перед собой обширный пейзаж, это ваши мечты и цели. Почувствуйте, как вы наполняетесь спокойной уверенностью, готовясь к следующему шагу. Пример ритуала на преодоление причины этого: на растущей луне зажгите красную свечу. Напишите свои цели и причины, по которым вы стремитесь к адреналину. Проговаривайте: я выбираю действия, которые наполняют меня вдохновением и ведут к моему высшему благу. Храните записку в месте, которое ассоциируется с силой, например, в красном мешочке с марсианскими камнями, гранат, красный коралл. Овны иногда игнорируют детали, это 7-я причина. Фокус на конечном результате часто заставляет овнов пренебрегать мелочами. Это может приводить к ошибкам и недовольству окружающих. Кармический совет – напоминать себе, что каждое великое дело складывается из маленьких шагов. Закон кармы гласит: тот, кто пренебрегает деталями, рискует упустить главное. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: я внимателен ко всем аспектам своей жизни. Внимание к деталям открывает передо мной новые возможности. Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте себя мастером, создающим красивую мозаику. Каждый камешек, который вы укладываете, добавляет к общей картине. Почувствуйте гордость за кропотливую работу. Пример ритуала на преодоление причины этого: возьмите лист бумаги и нарисуйте круг, разделив его на сектора, как пиццу. Напишите в каждом секторе мелкие шаги, которые нужно выполнить для достижения большой цели. Каждый выполненный шаг отмечайте цветным маркером. Это помогает увидеть, как детали складываются в цельную картину.
8-я причина – неумение отпускать обиды. Хотя овны быстро остывают, их импульсивные вспышки гнева могут оставить след в их душе и на отношениях с другими людьми. Кармический совет – помнить, что прощение – это акт освобождения, прежде всего самого себя. Закон Вселенной говорит, отпуская обиду, мы открываем место для нового и светлого. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого – я прощаю себя и других. Моя душа свободна от обид. Визуализация, которая подойдет в этом случае, представьте, что ваше сердце – это чистый сосуд. Вдохом вы наполняете его светом, а выдохом освобождаете от обид. Почувствуйте легкость. Пример ритуала на преодоление причины этого – напишите на листе бумаги все обиды, которые вам мешают. Выйдите на природу или на балкон. Сожгите лист, представляя, как дым уносит ваши негативные эмоции. После этого зажгите зеленую свечу, цвет исцеления, и поблагодарите Вселенную за уроки, которые вы извлекли. 9-я причина – их громкий голос и энергичность могут восприниматься как агрессивность. Энергия овнов часто бывает чрезмерной, что может отпугивать окружающих. Их громкость и напор иногда не позволяют другим расслабиться. Кармический совет – научиться контролировать силу своей энергии. Используйте ее с намерением созидания, а не давления. Закон равновесия гласит, сила обретает ценность только в сочетании с мягкостью. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого – я выражаю свою энергию мягко и гармонично. Мой голос вдохновляет, а не пугает. Визуализация, которая подойдет в этом случае, представьте, что вы – костер в темной ночи. Ваши языки пламени греют тех, кто рядом, но не обжигают. Почувствуйте, как ваше тепло приносит радость. Пример ритуала на преодоление причины этого – возьмите маленькую свечу и поставьте ее в центр комнаты. В течение 10 минут медитируйте, глядя на ее огонь, представляя, как ваша энергия становится мягкой и управляемой. После медитации проговорите вслух аффирмации о гармонии. 10-я причина – они кажутся нетерпеливыми. Овны хотят получить все и сразу, что часто ведет к разочарованию. Кармический совет – осознать, что всему свое время. Закон времени и пространства учит. Терпение позволяет Вселенной работать в вашу пользу. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого – я доверяю процессу. Все приходит ко мне в нужный момент. Визуализация, которая подойдет в этом случае, представьте, что вы – садовник. Вы сажаете семена, поливаете их, заботитесь о почве. Почувствуйте, как процесс роста происходит в своем ритме, и радуйтесь этому. Пример ритуала на преодоление причины этого – заведите маленькое растение, например, суккулент. Каждый день поливайте его, представляя, что ваш прогресс в жизни растет так же медленно, но верно. Укрепите эту практику повторением аффирмации о терпении. Овны часто отталкивают своей дерзостью, это 11-я причина. Дерзость овна – это не просто прямолинейность, а желание продемонстрировать свою силу и независимость. Однако окружающие могут воспринимать это как агрессивное поведение. Чтобы трансформировать эту черту в достоинство, овну нужно направить свою энергию на развитие тактичности. Кармический совет. Дерзость – это следствие кармической задачи научиться управлять словами и поступками. Каждое слово, сказанное с любовью, становится семенем, из которого прорастает гармония. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого – я выражаю свои мысли смело, но с добротой и уважением к другим. Визуализация, которая подойдет в этом случае, представьте, что вы говорите, а из ваших уст исходят золотистые лучи света, обволакивающие вашего собеседника теплом и добротой. Ритуал на преодоление причины этого – зажгите розовую свечу, символ гармонии, и проговорите аффирмации вслух, глядя на пламя. Каждый раз, когда вы чувствуете, что можете сказать что-то резкое, представляйте это пламя. 12-я причина – они обожают споры. Страсть к спорам часто вызывает раздражение у окружающих, так как овны редко признают чужую правоту. Их огонь подогревается желанием доказать свою точку зрения любой ценой. Кармический совет. Споры – это возможность не только защитить свое мнение, но и научиться слушать. Умение видеть истину в словах других людей – важный шаг к духовному росту. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого – я нахожу истину в диалоге и с уважением принимаю разные точки зрения.
Визуализация, которая подойдет в этом случае. Во время спора представьте, что между вами и вашим собеседником зеркало. Оно отражает ваши слова, показывая, как они влияют на других. Ритуал на преодоление причины этого. Возьмите 2 стакана воды. Один – символ вашей точки зрения, второй – чужой. Перелейте воду из одного стакана в другой несколько раз, произнося «я принимаю мудрость другого, не теряя своей». Их независимость иногда выглядит как пренебрежение чужими чувствами. 13-я причина. Овны настолько привыкли рассчитывать только на себя, что порой забывают о том, как важно проявлять внимание к эмоциям других людей. Кармический совет. Независимость – это великий дар, но истинная сила в умении поддерживать близких. Овнам важно осознать, что забота о других делает их сильнее. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я создаю пространство любви и заботы, где каждый чувствует себя важным. Визуализация, которая подойдет в этом случае. Представьте, что ваше сердце – это пылающий костер. Его тепло не сжигает, а согревает всех, кто находится рядом с вами. Ритуал на преодоление причины этого. Вечером зажгите свечу, держа в руках маленький предмет, символизирующий близкого вам человека. Шепотом произнесите: «Мое сердце открыто для заботы, моя энергия поддерживает и вдохновляет». 14-я причина – зависть к их успеху. Овны часто вызывают зависть, так как их яркость и достижения кажутся недосягаемыми. Это отталкивает людей, заставляя их чувствовать себя неуверенно. Кармический совет, чтобы уменьшить зависть окружающих. Овнам важно делиться своими знаниями и успехами, становясь вдохновением, а не причиной раздражения. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Мой успех вдохновляет и приносит благо всем вокруг. Визуализация, которая подойдет в этом случае. Представьте, что вы стоите на вершине горы, а за вами восходит солнце. Его свет льется на всех, кто смотрит на вас снизу, наполняя их радостью и вдохновением. Ритуал на преодоление причины этого. Напишите на бумаге свои недавние достижения, затем сожгите ее в пламени свечи, представляя, как энергия вашего успеха превращается в свет, распространяющийся вокруг. 15-я причина. Овны не умеют признавать чужой авторитет. Овны с трудом принимают, что кто-то может быть более компетентным. Это вызывает раздражение у окружающих, особенно в ситуациях, где важна иерархия или командная работа. Кармический совет. Признание чужих заслуг – это не слабость, а проявление силы. Согласно законам кармы, каждая душа развивается через опыт, и у каждого человека есть знания, которых вы еще не освоили. Чтобы развить это качество, овнам нужно мысленно признать, что каждый человек на их пути является учителем. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я с легкостью и уважением признаю мудрость и опыт окружающих. Учение других обогащает и развивает меня. Визуализация, которая подойдет в этом случае. Представьте себя в круге света. В центре круга находятся люди, которых вы уважаете, возможно, ваши наставники или даже друзья. Видите, как они передают вам частички своей мудрости, словно искры, наполняющие вас светом и силой. Ритуал на преодоление причины этого. Возьмите лист бумаги и напишите имена 3 людей, чьи советы или знания вы игнорировали. Зажгите свечу и мысленно попросите у них прощения за свою гордыню. Затем произнесите: «Я принимаю ваш опыт с благодарностью. Пусть это сделает меня сильнее». Сожгите листок, отпуская негатив. 16-я причина. Овны могут казаться чересчур навязчивыми. Их желание добиваться своего может восприниматься как давление. Особенно это заметно в отношениях, где их энергичность может быть подавляющей. Кармический совет. Понимание того, что каждая душа имеет свою скорость движения, помогает овнам смирить свое рвение. Навязчивость нарушает кармическое равновесие и отталкивает людей. Развивайте терпение, уважая границы других. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого. Я позволяю другим идти своим путем, уважая их выбор и свободу. Визуализация, которая подойдет в этом случае. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в саду. Вокруг вас растут цветы, каждый из которых раскрывается в свое время. Вы ухаживаете за ними с любовью, понимая, что каждый бутон уникален. Ритуал на преодоление причины этого. Зажгите аромапалочку с расслабляющим ароматом, например, лаванда.
Напишите на бумаге те ситуации, где вы чувствовали себя навязчивым, и затем, глядя на огонь свечи, произнесите: «Я отпускаю необходимость контролировать. Я уважаю свободу других». Бумагу порвите и выбросьте. 17-я причина. Овны часто забывают благодарить. Их стремление двигаться вперед не оставляет времени на выражение благодарности. Это может создавать впечатление, что они не ценят помощь или вклад других. Кармический совет. Благодарность – мощный инструмент гармонизации кармы. Она открывает новые пути и укрепляет связи. Помните, благодарность – это энергия, которая возвращается сторицей. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Я благодарю Вселенную за каждый дар, который она мне преподносит. Я ценю всех, кто помогает мне в пути». Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что каждая благодарность, которую вы высказываете, превращается в золотой поток света, который соединяет вас с другими людьми, укрепляя ваши связи. Ритуал на преодоление причины этого. Напишите 3 благодарственные записки людям, которые сыграли важную роль в вашей жизни. Вы можете передать их лично или просто мысленно отправить энергию благодарности. Завершите ритуал словами: «Я благодарю Вселенную за щедрость, которой она наполняет мой путь». 18-я причина. Овны склонны обесценивать чужие усилия. Порой они считают, что их энергия и достижения превосходят труд других. Это вызывает недовольство и обиды. Кармический совет. Уважение к чужому труду помогает выровнять энергетику и привлечь в свою жизнь больше поддержки. Закон отдачи и получения работает безупречно. Чем больше вы уважаете чужой вклад, тем больше ценится ваш собственный. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Я с уважением и благодарностью принимаю усилия других». Взаимопомощь обогащает нас всех. Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что вы находитесь в мастерской, где люди трудятся над созданием прекрасного произведения искусства. Видите, как их усилия объединяются в общий результат, который восхищает и вдохновляет. Ритуал на преодоление причины этого. Проведите вечер, изучая труд близкого вам человека, например, читая его работу или наблюдая за его занятиями. Затем скажите: «Я ценю твои усилия и вдохновляюсь твоей работой». Энергия признания вернется вам сторицей. 19-я причина. Овны ненавидят проигрывать. Их жажда победы настолько сильна, что неудачи выбивают их из колеи. Это порой приводит к резким словам или действиям. Кармический совет. Поражение – это лишь опыт, который помогает развиваться. Согласно законам бытия, каждый провал – это шаг к успеху. Учитесь извлекать уроки из трудностей и воспринимать их как часть вашего пути. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Каждое испытание делает меня сильнее и мудрее. Я с благодарностью принимаю все уроки жизни». Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что вы находитесь на марафоне. Вы спотыкаетесь, но затем видите, как невидимая рука поднимает вас и помогает продолжить путь. Этот опыт укрепляет ваши силы. Ритуал на преодоление причины этого. В день поражения зажгите белую свечу. Напишите на бумаге свои эмоции и то, чему вы научились. Затем произнесите: «Я благодарю Вселенную за этот урок. Пусть он сделает меня сильнее». Бумагу сохраните как напоминание о своем росте. 20-я причина. Овны могут быть слишком конкурентными. Желание превзойти всех создает вокруг них напряжение. Это качество может отталкивать даже самых близких. Кармический совет. Конкуренция имеет место, но важно помнить, что в жизни нет абсолютных победителей. У каждого свой путь, и работа на общее благо приносит гораздо больше радости. Аффирмация, которую необходимо использовать для этого: «Я работаю в гармонии с окружающими, помогая каждому раскрыть свой потенциал». Визуализация, которая подойдет в этом случае: представьте, что вы участвуете в командной игре. Вместе с товарищами вы достигаете цели, и радость победы объединяет вас. Ритуал на преодоление причины этого. Возьмите несколько красных лент, символизирующих связь с окружающими. Завяжите их на запястье с мыслями: «Я с благодарностью и любовью принимаю силу своей команды. Вместе мы сильнее». Когда почувствуете, что стали более гармоничными, снимите ленты и сохраните их как символ единства. Овны – это символ рождения, первичного импульса, начала нового цикла.
Их энергия уникальна, ведь она подобна искре, зажигающей жизнь вокруг. Но чтобы стать настоящим проводником света, а не огнем разрушения, овнам важно понять свою роль в мире. Согласно древним законам бытия, их миссия не только двигаться вперед, но и вдохновлять окружающих своим примером. Для этого нужно научиться управлять внутренним огнем, чтобы он согревал, а не сжигал. Рекомендуется чаще обращаться к стихии воды, она помогает овнам смягчить свою импульсивность и находить гармонию. Управляющая планета Овна – Марс, символизирующий силу, отвагу и действия. Но Марс требует осознанности, его мощь способна как создавать, так и разрушать. Для достижения гармонии овнам полезно регулярно проводить практики, связанные с движением. Танцы, боевые искусства или йога помогают сбалансировать энергетику. Также полезно работать с визуализацией. Представьте себе пылающий факел, который вы держите в руках. Этот факел освещает ваш путь, но не обжигает. Такой образ поможет направить марсианскую энергию в нужное русло. Древние учения утверждают, что овны воплощают силу весны, обновления и процветания. Однако для того, чтобы их энергия приносила радость, а не ненависть, важно развивать умение останавливаться. Медитация на восходящее солнце идеально подходит для овнов. Представьте, как первые лучи солнца мягко озаряют землю, пробуждая ее к жизни. Энергия овна должна быть такой же, мягкой, но уверенной, несущей свет и вдохновение. Овны часто сталкиваются с вызовами, связанными с управлением своим эго. Их сильное стремление быть лучшими может превращаться в стремление доминировать. Древняя магия планет подсказывает, что баланс между эго и альтруизмом достигается через взаимодействие с энергией Венеры, которая отвечает за любовь и гармонию. Регулярное использование аффирмаций, таких как «я дарю любовь и получаю ее в ответ», поможет овнам лучше понимать себя и окружающих. Овны – прирожденные лидеры, но их лидерство требует осознания ответственности. Важно помнить, что настоящий лидер ведет за собой не через страх, а через вдохновение. Энергия Сатурна, планеты структуры и дисциплины, помогает овнам научиться строить прочные основы своей жизни. Для этого рекомендуется использовать ритуалы заземления, такие как прогулки босиком по земле или работа с кристаллами, например, обсидианом. Стихия огня делает овнов страстными, но их страсть должна быть созидательной. Чтобы научиться направлять свою энергию на долгосрочные цели, а не сгорать в мгновенных порывах, стоит работать с энергией Луны. Луна, символизирующая интуицию и внутреннюю мудрость, поможет овнам научиться слушать себя. Практика ведения лунного дневника поможет отслеживать свои эмоции и находить баланс. Один из ключей к гармонии для овнов – это осознанное отношение к времени. Их природа заставляет их спешить, но великие учения говорят, терпение открывает двери. Овнам полезно работать с энергией планеты Юпитер, которая символизирует мудрость и расширение. Визуализация себя под звездным небом, где каждое созвездие указывает путь, поможет им замедлиться и найти время для саморефлексии. Кармические законы учат, что каждый знак зодиака несет определенную миссию. Миссия Овна – быть первопроходцем, который открывает новые горизонты. Но чтобы стать истинным проводником изменений, важно работать над своим духовным ростом. Практики благодарности помогут овнам почувствовать связь с миром и людьми. Утренний ритуал, который подойдет для этого – поблагодарите Вселенную за 3 вещи, которые делают вас сильнее. Овны – это энергия трансформации и вдохновения, но чтобы раскрыть свой потенциал, важно научиться работать с энергиями всех стихий. Огонь дает им силу, но вода учит гибкости, земля – устойчивости, а воздух – мудрости. Ритуал гармонизации: зажгите свечу, огонь, налейте воду в чашу, вода, положите рядом камень, земля, и повесьте рядом перо, воздух. Этот простой обряд помогает овнам соединиться с силами природы и направить свою энергию на создание гармонии в жизни. Если вам понравился наш разбор, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Астрология Мудрости. Давайте наберем 6000 лайков, и я сниму ролик о том, как стать успешным овном, следуя законам звезд. Напишите в комментариях, что вас вдохновляет в этом знаке, и поделитесь своим мнением. Ваша поддержка – это наш огонь для новых видео. Оставайтесь с нами, продолжение следует.